Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание фразам, которые вам нужно говорить и которые помогут вам открыться потоку изобилия и достатка, привлечь деньги в вашу жизнь. И это не простые какие-то слова, это очень важные слова, о которых мы, к сожалению, люди почему-то забыли. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца, для того, чтобы знать и пользоваться этой важной и ценной информацией. Всем приятного просмотра. Каждое слово, которое мы используем в своей жизни, которое мы говорим, которое мы транслируем, имеет особую энергетику, а также обладает уникальной силой, и их нет похожих между собой. Есть слова, которые притягивают к нам плохие энергии, а есть слова, фразы, с помощью которых мы можем свою жизнь наполнить положительными, созидательными энергиями. Конечно же, все это зависит от того, сколько и каких слов мы употребляем ежедневно. Каждый человек обладает своей энергией, которая состоит из энергии и которые несут слова, фразы. Многие стараются пополнять свой словесный запас, постоянно развиваются, а многие находятся на низком словарном энергетическом уровне. От этого и зависит уровень жизни и то, что в нем присутствует. И часто люди удивляются, почему, как они бы ни старались, что бы они ни делали, они не могут, никак обрести финансовую стабильность, благополучие, достаток. И постоянно в их жизни происходят всевозможные денежные потери, и деньги никогда к ним не приходят, они не вводятся просто у них. А из слов мы строим предложения, которые способны менять нашу жизнь в разных направлениях. От того, в каком мы настроении, с какой интонацией, в какое время суток мы произносим и эти слова, эти фразы, предложения, также зависит то, что мы к себе притягиваем. Поэтому очень важно думать и соблюдать правила перед тем, как что-то произносить вслух. Ведь сказанное обратно вернуть уже невозможно. Поэтому, пожалуйста, старайтесь всегда думать, что вы хотите говорить и что вы будете далее делать. И с помощью слов вы можете привлечь к себе денежную энергию и перестать нуждаться в деньгах. Да, именно перестать нуждаться в деньгах и обретать их в достаточном количестве. Но нужно проделать 3 этапа. Каждый из этих этапов длится в среднем месяц. И на каждом этапе в разное время дня нужно будет проговаривать определенные слова. Итак, на протяжении первого месяца, проснувшись утром, подходите к окну и, сосредоточившись на своих желаниях, как можно быстрее получить деньги в свою жизнь, проговаривайте следующие волшебные слова. Мир богат, и я богата. Деньги меня повсюду окружают, и ко мне отовсюду поступают. Ними окружена, и нужды не чувствую в них я. Начав проговаривать эту фразу, нельзя пропускать ни одного дня, и важно, чтобы вам в этот момент никто не мешал, так как если вас отвлекают, то вы прерываете энергетический посыл, и соответственно он теряет силу. Также нужно это делать каждый день в одно и то же время. Таким образом, энергетический посыл способен обретать большую силу. По истечению месяца вы уже увидите положительные изменения в лучшую сторону. Также обращаем ваше внимание, что когда вы произносите слова, эти слова должны быть не просто сказаны под носом, нет, а с любовью сказаны, с большим удовольствием, с открытым сердцем. Будьте в прекрасном настроении в это время, потому что деньги очень чувствительны, и они и это даже чувствуют, наши эмоции, наше внутреннее состояние. Помните об этом.
Далее у нас с вами наступает второй месяц. И на протяжении уже второго месяца нужно проговаривать слова в дневное время суток. Также не забудьте взять монетку желтого цвета, самого большого номинала в вашей стране. У каждого этот номинал будет свой. И при том, как вы будете проговаривать эти слова, нужно ее тереть пальцами правой руки, а говорить следующие слова. Денежная энергия в мою жизнь пришла, и ее менять в лучшую сторону начала. Ее я принимаю и с каждым днем в большей мере у себя ощущаю. По истечению месяца монетку нужно выкинуть в любой водоем через левое плечо. И вы знаете, деньги у вас постепенно начнут появляться в вашей жизни. Вы сможете уже себе и многое позволить. Начнутся постоянные и стабильные их поступления, что немаловажно. И когда деньги уже начнут у вас появляться, нужно приступить к третьему этапу. Его нужно проводить уже в вечернее время суток, когда стемнеет. Для этого вам понадобится толстая свеча, которой вам должно хватить на целый месяц. Поставьте ее по центру стола, сядьте напротив, поставьте руки на него ладонями вверх, смотрите внимательно на огонь и вкладывайте в каждое слово всю вашу энергетическую силу, проговаривая следующие волшебные слова. Денежная энергия, тебя благодарю, что в жизни моей появилась. Тебя полностью принимаю и все вокруг себя тобой заполняю. По истечении месяца огарок от свечи положите под ваше спальное место. Деньги с этого момента будут присутствовать в вашей жизни, и вы не будете знать в них нужды. Возьмите это за правило и всегда, когда вы отзываетесь о деньгах, всегда говорите только хорошие, добрые, созидательные слова и употребляйте правильные выражения. Также обязательно говорите следующие слова время от времени. Вот выпишите их и всегда старайтесь говорить. Я благодарна за любую сумму, которая есть в моей жизни. Или монеты – это деньги. Или я принимаю все деньги, появившиеся в моей жизни. Я богата. Или в моей жизни нет нужды в деньгах. Или я счастлива, что деньги есть в моей жизни. Или я достойна того, чтобы денежная энергия была возле меня. Если вы научитесь каждый день употреблять правильные и энергетически сильные слова, которые наполнены положительными этими сильными энергиями, во-первых, ваш лексикон обогатится. И при этом вам нужно приложить максимум усилий для того, чтобы из вашего словарного запаса ушли слова, которые несут в себе негатив, деструктивную информацию, и используя которое вы сами, произнося, транслируя эти слова, отталкиваете от себя деньги, а также изобилие и богатство. Да, и это все можно осуществить только большим трудом, вашим желанием и обязательно вашим настроем. Очень важно правильно настроиться и принимать все положительные энергии, которые приходят в вашу жизнь. Денежная энергия, она не всегда сразу появляется в большом количестве, так как она может вас испытывать на то, достойны вы ли ее или нет. Поэтому даже при том, что у вас, например, появляются маленькие суммы, вы должны быть благодарны. Если вы будете соблюдать эти простые правила, то денежная энергия появится в вашей жизни и с каждым днем будет наполнять ее больше и больше, при этом меняя все только в лучшую сторону. Поэтому обязательно, во-первых, попробуйте провести эту практику. Кто-то скажет: боже, ну как же долго это все делать? Друзья, буквально пару месяцев. Но начиная уже с первых дней, вы, произнося эти важные, волшебные, магические слова, вы сами перепрограммируете себя,
свой мозг, свое тело. Помните, мы состоим 80% из воды, а соответственно мы можем поменять структуру нашего тела. И тем самым мы с вами можем стать магнитом для привлечения изобилия, достатка, благополучия. Только знаете еще какая проблема? Дело в том, что когда у людей, люди становятся на новый путь, путь развития, путь изобилия, достатка, у людей начинает, вот они готовы стать, начинают проводить практики, но в какой-то момент в их жизни происходят чудеса. Например, появляется высокооплачиваемая работа, или человек выигрывает в лотерею. Да, и такое очень много бывает. Но вот здесь человек начинает теряться, человек не верит в себя, в свои силы, что он может это осуществить или может это сделать. И он отказывается. И что происходит? Вселенная поняла посыл человека, осуществила с помощью людей, с помощью ситуации. В конечном итоге человек отказался. А что дальше? Или постоянно есть люди, которые говорят, у меня есть только одна пенсия. Окей, у вас есть одна пенсия. Зачем вы ограничиваете себя? Попросите. Проведите практики на привлечение денег, на привлечение изобилия. Поменяйтесь, забудьте, вот это говорите, у меня есть пенсия. Вы сами себя ограничиваете свое сознание, ограничиваете те энергии, которые постоянно вокруг вас вертятся, переплетаются и так далее. Друзья, давайте мы с вами будем жить в созидательном обществе. Обществе, где мы друг друга любим, мы друг друга ценим, уважаем. Это очень важно. Иначе по-другому у нас с вами ничего не получится. Тот мир, там, где есть негатив, ничего не получается, это тот мир, он где-то там. Но у каждого из нас есть с вами жизнь. И нам нужно эту жизнь созидать и творить. Мы всем желаем благополучия, достатка, изобилия. А с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, подписывайтесь, ставьте лайк. И мы услышимся с вами уже в следующем видео.